В этом видеоролике я продемонстрирую массаж груди и живота. Простая техника, которую может выполнить любой начинающий массажист или практикующий массажист. Досмотрите видео до конца, и там будет для вас бонус. Итак, для начала мы делаем поглаживание по верхней части грудной клетки, распределяем масло и немного даем привыкнуть человеку к нашим манипуляциям. Грудная клетка достаточно чувствительная зона, с женщинами особенно аккуратно работаем, не задевая молочные железы. Начинаем с поглаживания и легких растирающих движений, для того, чтобы кожа привыкла к нашему воздействию и для того, чтобы распределить масло по зоне. Далее выполняем надавливание. Нажимаем в область первых ребер. Так, здесь вышла небольшая накладочка. Нажимаем в область первых ребер для того, чтобы промять большие и малые грудные мышцы. Аналогично выполняем и по второй стороне. Точно так же поглаживаем, выжимаем, растираем и затем делаем надавливающие, разминающие движения для того, чтобы повоздействовать на малую и большую грудные мышцы. Работаем очень аккуратно, на ключицы не давим, работаем только в области первых ребер. Затем снова делаем поглаживание и затем делаем небольшое растягивание. Растягиваем одну сторону относительно другой, тем самым улучшая эластичность и воздействуя на грудино-реберные сочленения. Работаем мягко, не агрессивно и не доставляем человеку дискомфорт. После этого переходим на грудину и делаем смещение по 4 сторонам. Также прорабатываем и улучшаем эластичность грудино-реберных сочленений, для того, чтобы человеку было легче дышать. После этого переходим на реберные дуги, на нижние ребра, выполняем поглаживание и выжимание. Выжимаем мы от периферии к центру в область грудного лимфопротока по направлению лимфотока. После этого надавливаем на реберную дугу. Тем самым мы воздействуем и на угол диафрагмы, и воздействуем на межреберные промежутки мышцы между ребер. Кстати, по ссылке в описании вы можете посмотреть мои видеокурсы по массажу. После этого переходим на живот. Стоим по правую сторону от человека и выполняем поглаживание по часовой стрелке. Движения максимально мягкие, без резких движений, без рывков, без какого-то агрессивного воздействия, потому что живот — это самая незащищенная часть, и любое резкое движение приведет человека к напряжению. Затем делаем такое выглаживание, выглаживаем по разным сторонам в направлении паховых лимфоузлов. Также стимулируем перистатику кишечника, воздействуем на кишечник непрямым образом. Далее идет двойное кольцевое разминание по прямым мышцам живота, по мышцам пресса. Также работаем мягко, без сильного заглубления. После чего переходим на косые мышцы живота и прорабатываем боковую поверхность живота. Мы работаем на мышцах, но так или иначе мы непрямым способом воздействуем и на внутренние органы. Поэтому крайне аккуратно и деликатно работаем. Никакого дискомфорта, никаких болевых ощущений человек не должен испытывать. Ну и, конечно же, он перед этим массажем не должен кушать некоторое время, час, а лучше 2. После этого выполняем приемы растягивания по той же схеме. Сначала прямые мышцы живота, затем косые мышцы живота. Далее снова поглаживаем по часовой стрелке, стимулируем перистатику и идем уже по левой подвздошной ямке и стимулируем перистатику уже более локально. Сначала мы проходим область сигмовидной ободочной петли, затем селезеночный изгиб, после этого печеночный изгиб и в конце делаем правую подвздошную ямку, область илиоцекального клапана, область слепой кишки. И все движения по направлению перистатики кишечника. Еще раз напоминаю, мы работаем с мышцами, но так или иначе, непрямым способом мы воздействуем на внутренние органы. И в первую очередь на кишечник. Далее сдвигаем
Выполняем сдвигание, тянем от себя и к себе очень мягко и аккуратно. Проходим выжиманием легким по боковым поверхностям, делаем поглаживание, затем делаем выглаживание по боковой поверхности тела. Повторяем все манипуляции примерно на 3-5 раз, поглаживаем и после этого еще раз разминаем и далее уже будем делать легкие поверхностные вибрации. Обязательно работайте аккуратно, обязательно следите, чтобы у человека не было никаких противопоказаний к этому массажу. Ну и как я уже говорил, для тех, кто досмотрит этот ролик до конца, по ссылке в описании вы найдете бесплатный видеоурок по лимфодренажному массажу. Всем пока-пока.